Вот здесь у нас под телевизором стоит журнальный столик. Хочу его на время Нового года убрать и сделать из подручных средств, то есть это из коробок, камин. Такие вот коробки. Еще сейчас другими коробками обложу и сделаю каркас камина. Подложка под камин готова, то есть это самая нижняя часть будет. Теперь будем делать стенки. Это у меня второй день, как я делаю камин. Вот такой вот у меня бардак. Подложку для камина я уже сделала, там будет на нем стоять, получается. И что я сейчас делаю? Решила сделать высокий камин решила сделать. Поставила, это я уже склеила, вот две коробки, чтобы было ровно, потому что у меня высота не хватает, поэтому здесь остается пустота. И поэтому мне нужно было склеить две коробки еще картоном. Ну, крепче еще будет. Это еще не клеила. Сейчас я тоже ее буду клеить. Вот так вот я клею, получается, боковинки. Сами стойки, получается, камина. Это у меня бочка для сахара. Кстати, из салфеток. Очень давно я его уже делала. Там я сахар держу. Помощница моя бегает. Вот такой вот сегодня бардак. Ну вот, первый столбик поставила. Ну вот, два столба готовы. Обклеила я их, чтобы было все ровно и держалось хорошо. Теперь нужно обклеить мне переднюю планку и заднюю планку закрыть. И останется у меня верхняя часть. После чего я начну его декорировать кирпичиками. И вот получается, вот здесь я выступы оставила, а посерединке убрала, то есть на него будет ложиться еще верхняя часть. Да, вот так вот. Камин делаю я большой, высокий, большой. Решила сделать фасад цельный. Сейчас я его отрезала. Вот эти кусочки мне пригодятся. Кирпичики буду делать из них. Сейчас приклею фасад. Потом останется задняя часть. Василек. Задняя часть тоже приклею. И потом уже посажу вон туда на клей. Приклеила одну сторону, поставила сначала вот эти вот два ведра. Сейчас приклеила вторую сторону. Поставила вот два ведра, чтобы было как бы сильно приклеилось, короче говоря. Здесь сейчас отрежу край. Немножко разошелся вот здесь. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, закроется кирпичиками потом. Ну, как-нибудь приклею дальше. Сейчас подрежу. Потом переверну и здесь уже сделаю фасад, получается, камина. Подрежу тоже как надо. Ну, покажу еще. Так, потом приклею заднюю стену, когда уже подрежу. Тоже покажу. Ну и это тоже сейчас разрежу. Заклеила камин к подложке. Чуть-чуть, по-моему, влево ушла я. Ну, надеюсь, нормально будет. Заднюю стенку надо сделать сейчас, приклеить, и верхушку камина останется. Потом уже можно будет обклеивать его.
поставила верхнюю часть, 2 штуки. То есть маленькую сначала поставила снизу, а потом сверху вот побольше размером. Одинаковый со всех сторон выступ. Вот. Теперь приготовила я вот такие вот кирпичики из картона. Вырезала. Тоже все на глаз я делаю. Размеров нет у меня. Обклеивать. Ну вот. Кирпичики делаем. Еще немножко осталось внутри и снизу. Уже, по-моему, 4-й день делаю этот камин. Да? Вроде 4-й день делаю. Беру, короче, салфетки и вот так вот типа грунтую получается. Чтобы поверх, это называется грунтование. Поклею, да, клею. И потом поверх него еще покрашу белой краской. Пока белой краской, а потом посмотрим. Вот так вот у меня получилось. Кирпичики сделала. Ну вот, я доклеила салфетки. Вот так вот салфетки клеила, чтобы была фактура, и лучше наносилась краска. Где-то обрывалась, потому что она мокрая же была. Вот. Теперь покрашу в белый цвет. Вот так вот выглядит внутри. Везде кирпичики. Вот так вот. И вот такой вот камин у нас получился. Для такого камина нам понадобилось 4 маленькие коробки и 2 большие коробки. Плюс краска белая, клей, какой у вас есть для картона, и утеплитель Технониколь. Еще салфетки. Если самые тонкие, белые, простые, то это даже лучше. Делала я целую неделю. Ну, в принципе, можно сделать за 2 дня такой камин. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте, пожалуйста, поставить свои лайки, написать комментарии. Всем пока-пока.